Всем привет! Давайте посмотрим, что сейчас происходит с тем человеком, о котором вы думаете. Это может быть любой человек в вашей жизни. Что у него на душе или у нее, что на сердце у него, какие мысли, какие планы. Я сделаю короткий расклад. Человек сейчас, может быть, или имеет домашних питомцев, или же сейчас хочет с кем-то поговорить, но так поговорить, чтобы его просто выслушали и не давали совет. Может быть, это ночью, человек переживает, и он готов к новым приключениям в жизни, он готов, этот человек, к новым каким-то переменам, хочет получить что-то интересное, может, ему скучно. Excitement – это хочет возбуждения какого-то, переживаний новых. Этому человеку может быть как-то скучно и тошно, и некому руку подать. Что-то из этой оперы, да. Эти карты очень четко смотрят, это карты терапевты. Итак, что еще у этого человека происходит? Может, думает о матери, об отце, или там что-то сейчас, или с наследством непонятно, или не понимает, или же мать и отец давят на него, но мать и отец очень задействованы в жизни этого человека, о котором вы подумали. Что еще карты о нем или о ней скажут? Кстати, не все карты должны вам подходить. Кое-какие будут подходить, а кое-какие и нет. Как всегда при раскладах. Это карта дисциплины. Этот человек, просит даже у Всевышнего помощи в том, чтобы, может, или не переедать, или лишний бокал не пить, или же какая-то привязанность есть к телефону, к гаджету, к играм, к плохим мыслям. В общем, хочет, чтобы Вселенная помогла и дала ему какую-то более осознанную, какую-то более структурированную жизнь. Этот человек не имеет достаточно, может, силы воли и знает об этом. Может, вы ему говорили об этом, но он сам это знает. Иногда так бывает, что ими говорить не нужно, они сами все знают, да, сами с усами. Этот человек, он хочет вас, такое слово нехорошее, совратить, да, но хочет, чтобы вы, наверное, его полюбили. Этот человек не уверен в вашей любви. Хочет вас чем-то покорить, чтобы вы увлеклись им, да, может, не верит в то, что вы его любите. Еще что скажут карты? Такие карты терапевты очень мощные, конечно. Хочет, чтобы вы его пожалели, избавили от каких-то страданий. Плачет, в душе плачет. Может, если мужчина так внешне не плачет, но в душе плачет, переживает о чем-то. И знаете, эта карта говорит, что на человеке может быть сглаз какой-то или даже порча. Кто-то на этого человека очень негативно влияет. Такое может проиграться у кое-кого. Еще что мы можем о нем узнать? Потому что карты показывают тайное, то, что нам не видно воочию. Эта карта говорит, что кто-то из тех, о ком вы думаете, увлечен какой-то книгой, что-то читает, какими-то знаниями, хочет что-то новое узнать, может быть, повышает свой профессиональный, интеллектуальный уровень или просто читает новеллу, чтобы развлечься. Но learn – это стадия education. Кто-то хочет, может, новую профессию освоить, недоволен или деньгами, или не нравится работа, очень не нравится работа, устает от работы и хочет что-то новенькое изучать. Может, эта карта даже вас, кстати, касается. Некоторые из этих карт будут напрямую касаться не того человека, о котором вы спрашиваете, а вас саму. И это карта сострадания. Человек хочет, чтобы вы его пожалели. Да. Или это, может быть, вы хотите, чтобы он вас пожалел. Потому что, как всегда, все имеет две стороны медали, да. Каждая карта может и вас означать, и другого человека. Итак, они такие толстенькие, поэтому мне нужно видеть, что она одна. Это называется transmission, хочет передать мысли на расстоянии. Знаете, как по квантовой частичке одного и того же целого, они могут переговариваться. Хочет передать вам мысли на расстоянии. Хочет повлиять на ваши мысли, повлиять на ваше решение как-то. Помочь вам или повлиять на вас как-то. Может быть, это вы или это человек, кто-то хочет, волнуется, что он становится старше, или она. Но это у мужчин тоже есть.
Может быть меньше энергии, может быть меньше витальности, может быть какое-то все старое. В квартире мебель старая, в шкафу одежда старая, на кухне просроченная еда. Ну это я так к слову, но кому-то надоела старая жизнь, кто-то хочет новую жизнь начинать. Ему надоела старая жизнь, понимаете? Ну, корону здесь одел и хочет, чтобы с ним считались или с ней, да. Хочет показать, что свободный, sovereign – это свободный, independent – свободный, свободный дух. Ну да, у каждого свободный дух, но этот человек устал от того, что кто-то на него влияет и давлеет, и не дает ему свободно проявляться. Может, кто-то манипулирует. Поэтому здесь идет освобождение, хочет кто-то. Да, интересная карта. Эта карта говорит о том, что кто-то очень волнуется, что нет энергии, и иногда он наталкивается на людей, которые вот свое плохое настроение на нем показывают. И это, кстати, может быть вас касается, что этот человек как бы проявился плохо, потому что у него было плохое настроение, он от вас отыгрался, да? Попались под горячую руку. Если это тот другой, то он переживает, что вы, например, попались под его горячую руку, и теперь ему от этого неприятно, и он, ну, слова не возьмешь назад, но он переживает по этому поводу. Здесь, вы знаете, идет разговор с предками. Это серьезный разговор с предками. И предки говорят вам, иногда предки видят, вы грустите, и вы не умеете сказать пока, до свидания, прощай. То есть вы переживаете о тех событиях, которые были да прошли, или бывшие, нужно ему сказать, окей, уходи, уходя. Вот эта карта говорит, да, такое послание вам дает, уходи, уходя. Кому-то это нужно было услышать. Эти карты дают послание, и то, что вам нужно было услышать, то вы слышите. И этот человек говорит, что он или с вами, или с другими людьми, на работе или дома чувствует себя, как будто бы он аутсайдер. То есть он как бы не от мира сего, как бы он не принадлежит к этой семье, потому что с ним не считаются, манипулируют, его используют. Кстати, это может быть вы. И вы чувствуете, как будто вы не принадлежите к этому обществу, вас там не понимают. Это терапевты карты, я вам говорю. Они поднимают то, что нужно, от чего нужно исцелиться. И еще, что вам нужно знать сейчас. Ой, такая карта красивая. Nobility. Nobility – это, знаете, когда человек ведет себя очень достойно, по достоинству, с достоинством. Honor – это доблесть, доблестно, достойно, высокие стандарты. У вас высокие стандарты, но вы немножко идеалист, эта карта говорит. Еще мне так интересно смотреть, потому что я здесь четко вижу, что многим помогут эти карты. Вам карты советуют больше натуральной жизни, больше такого, знаете, точно то, что органично для вас, потому что карты видят, что часто вам приходится как бы плясать под дудку других людей. И эта карта говорит, делайте то, что органично именно для вас. Immortal – это бессмертие. Эта карта говорит, что бессмертие – это, конечно, семья, да, у вас есть предки, ваш род, и я занимаюсь родологией, вот это ваш род. И ваши предки, они бессмертные, они живут через вас. Но иногда, здесь написано тоже pressure of peers. Мы иногда нас давят peers, это как друзья или знакомые, то есть наше окружение. Peers – это наше окружение. Иногда мы поддаемся давлению окружения и теряем связь с родом. И проявляемся не так, как нам вот по судьбе, да, а так, как от нас хотят другие. И карта напоминает вам, что вы не должны делать так, как другие хотят. Call for help. А здесь кто-то сейчас хочет позвонить вам, видите, какой старинный телефон, незабудки. Кто-то вас думает, хочет позвонить, потому что кому-то нужна помощь из тех людей, которые вы знаете. И, может быть, это вы должны кому-то позвонить и сказать, что ты мне нужен. И admit your needs, признайтесь, что вам что-то нужно сейчас. Может, помощь, может, доброе слово. И, может быть, поэтому я делаю это видео. Потому что именно сейчас вам нужна помощь, доброе слово, сострадание. И именно это дает мое видео вам, видите.
Интересно, да? Еще что скажут карты? Я вижу, что здесь 2 вышли. 2 рассмотрим. Эта карта говорит: не теряйте веру, у вас все будет хорошо, доверяйте своему сердцу и тому человеку, которого вы любите. И вторая карта говорит, что будет новый свет. Знаете, бывает такое, вот как самый темный день в году. Да? Это когда наступает вот солнцестояние, например, зимнее, потом бывает самое темное время перед любым рассветом. Самое темное время перед любым рассветом. И здесь на этой карте сказано, что когда очень темно, или в жизни темно, человек, например, финансово имеет проблемы, человек как бы ударяется о дно. И это не означает, что человек на дне останется. Потому что самое время темное бывает перед рассветом. Написано здесь surprise changes. У вас будет сюрприз. Вам Вселенная даст шанс. И птица — это перемены, конечно, это связь со Всевышним, с Творцом. И вот здесь у вас лицо такое светлое, оно озаряется новой зарей. И да, что-то заканчивается, unexpected endings. Может быть, у вас что-то очень внезапно окончилось. Например, закончились какие-то отношения внезапно, человек ушел, себя не объяснил, но будет новая заря, новый рассвет. Нельзя терять надежды. Такие карты. Очень терапевты. Я же говорю, что они терапевты. У меня есть люди, которые эту колоду почему-то не принимают. Я не знаю, почему, жалко. Наверное, если у человека есть страхи, то чем мы больше видим страхи, тем мы скорее от них излечиваемся. Ну, на мой взгляд, эти колоды очень терапевтические. С левой стороны Love conquers all. Любовь побеждает все. И здесь вот этот волк, это может быть новый любимый, или тот, который у вас сейчас есть, будет встреча, и вы поймете друг друга. Потому что любовь побеждает все. Знаете, как у апостола Павла, мне очень нравится этот пассаж, там любовь не, ну, она долго терпит, все прощает, и любовь пребудет всегда. Но вот это как вот это послание. Так что у вас будет любовь обязательно, вы не будете одна. Reason, и это здравый смысл. Нужно слушать здравый смысл. Написано listen to advice. Слушай здравый смысл. Совет от здравого смысла. Think clearly. Думай ясно, четко, понятно. Используй интеллект. Потому что мысли бывают всякие. Бывают мысли тоже негативные, которые не имеют здравого смысла. Слушай здравых мыслей. А нездравые мысли пропускай мимо ушей. Потому что мысли нельзя контролировать, нужно просто их проверять на здравость. Я вот уже по 2 беру, да. Слева сказано ancient, то есть древний, старинный. Ancestry — это ваши предки. И с правой сказано transgression. Transgression — это, знаете, то, что нам сказали, вот это грех, это нельзя. Самый большой грех и вообще единственный грех — это себе навредить, и таким образом, когда человек себе вредит, он всему миру тоже вредит. Transgression — это вот то, что другие называют плохо. Это не обязательно плохо. Это может быть, кто-то хотел вас запугать. Такая вещь. Ну, наверное, хватит, мои дорогие. Скажите, хватит, стоит ли мне останавливаться, или вы хотите еще смотреть? Что другой человек думает, где он пребывает, что с ним случилось. С левой стороны jealousy, он или вам завидует, кто-то, есть какая-то подруга, что вам завидует, или же это кто-то вас ревнует. Envy — это зависть. Envy — это зависть, вот как подруга завидует на ваше красное платье красивое, да. Punishment — это наказание, если кто-то вот с вами не разговаривает, хочет вас наказать этим. Или changing course, кто-то поменял свое поведение, и jealousy может быть просто тоже ревность у кого-то. Может, у того человека, о котором вы думаете, он вас ревнует, или вы его ревнуете. Primal — это основной, да, вот primal по этой карте. И написано, что нужно присоединиться глубоко к своему высшему Я, которое напрямую связано с Творцом. И там будет вот такой sacred dance, это такой духовный танец, где вы будете понимать ваши собственные инстинкты. А собственные инстинкты понимать, это дорогого стоит. Это знать, чего я хочу, действительно, а не того, чего от меня другие люди хотят. Что-то меня сейчас ведет 2 карты брать. Ну вот я и беру по 2.
Итак, с левой стороны supernatural – это то, чего вам не видно, непонятно. А то, чего нам не видно, это не значит, что его нет. Да? Нет же доказательств, например, что есть Бог или нет. Но точно есть consciousness живая, значит, есть божественная сила. Да? То есть не нужно ничего отвергать. Если мы не знаем, что это, или мы ему как бы даем вычурное объяснение, но не видим его, это не значит, что его нет. Так что, ну, в общем, доверяй, но проверяй, да, но здесь больше как не делай поспешных выводов, может быть, по левой карте, а по правой карте The Monster Within, очень, кстати, классная карта, она говорит, что у каждого человека есть внутренний враг, который вас критикует, гнобит, не дает вам дышать, все время недоволен вами, да? И с этим внутренним врагом невозможно справиться путем denial, путем его отвержения или путем злости, да? А нужно ждать и хотеть, чтобы лучше было. Wanting to improve. И это все делается постепенно. Любой волк может превратиться в самую преданную собаку, да, постепенно все. Ну, это может быть привязанность у кого-то есть у вас или у человека, о котором вы думаете к чему-то. Постепенно будет исцеление. Итак, с левой стороны the past a prison. Если думать, жить во вчерашнем дне, это называется себя добровольно посадить в тюрьму. И развивать в себе чувство bitterness, такой горечи, да, grudge, это желание отомстить, или refusal to let it go, или не отпустить. И у нас у всех есть вот это. Если вы думаете, что этих качеств у вас нет, даже в самой такой гомеопатической минимальной дозе вы ну, как бы не правы. У каждого человека есть немножко что-то, ну, горечь о чем-то, даже если небольшая, сожаление, другими словами, или же желание, вот грач, это когда вы думаете, что что-то несправедливо, но если вы так думаете, действительно было несправедливо. То есть если мы идем назад, в наше прошлое, и там живем, мы себя подвергаем темнице, то есть тюрьма такая темница. Нужно выходить из состояния прошлого и жить сегодня. Nightmare. Nightmare – это какой-то кошмар, если вам приснился. Когда снится кошмар, это означает, что просто был поверхностный сон, и ваш мозг не погрузился в глубокий сон. Это плохой сон, не полноценный. Этот человек не отдыхает полностью, потому что только в фазу глубокого сна мозг перезаряжается, как компьютер восстанавливается. В фазу глубокого сна мозг напрямую соединяется с Творцом по той же системе, если бы мы заряжали компьютер электричеством. Вот это происходит только в фазу глубокого сна, когда Творец нас перезаряжает. И когда человеку снится кошмар, это значит, что он может увидеть свое подсознание, потому что есть вот такая грань между этим миром и другим, она размытая. И человек может своим собственным сознанием проникнуть в тот мир, которого не видно. И тот мир, которого не видно, часто пугает нас. Там вот это все есть. Bitterness, grudge, refusal to let it go. И получается кошмар. Если вам приснился кошмар, можно перекреститься, это не помешает. Можно сказать, ну вот, куда ночь, туда и сон, и все пройдет. Такая мантра, куда ночь, туда и сон. Скажите себе, куда ночь, туда и сон. То есть в прошлое, да? На левой карте написано hope или надежда. Anticipation – это вы ожидаете, надежда. Bright prospects – это будущее, ясное видение будущего, и оптимистичное, bright – оптимистичное будущее. И wish – ваше желание исполнится. Вот такая карта хорошая, ваше желание исполнится. На левой написано anti-hero. И иногда мы знаем, вот этот герой, а этот не герой. Но вот в каждом герое есть антигерой, и в каждом антигерое есть герой, потому что мир, он дуален, да. И для того, чтобы сделать прорыв, нужно как-то rule break сделать. То есть то, что вам навязывает пропаганда, посмотрите шире, и вы увидите правду. Вот на этой карте это написано. И иногда нужно рисковать, ну, в меру и здраво. А вот эта карта вам на благословение. Она действительно сказала, хватит ли она уже все, что могла, сказала. А вот она мне как бы сказала, что именно это в этом видео, но я же еще буду много-много-много-много видео выпускать, и у меня уже есть очень много тысяч видео. Смотрите, получайте советы, отдыхайте,
потому что когда вы отдыхаете на видео, с пользой для себя проводите досуг, это дорогого стоит. Плюс 2 в одном флаконе, еще и будущее просматриваете, так что классно. А еще и 3 в одном флаконе, потому что карты терапевта лечат вашу психику, сознательную и бессознательную. А я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Желаю вам счастья, и я знаю точно, что мы еще с вами обязательно много раз увидимся. И много раз я буду вам помогать, и много раз мои карты будут открывать мудрость бытия, а значит, нам в компании приятно. Подписывайтесь, ставьте лайк, и до новой встречи. Пока-пока, мои дорогие.